Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. Я вас приветствую на своем канале Красота и Бисер. И сегодня мы с вами сделаем сережки и кулончик с цепочкой шарм. Смотрите, я сделала с вишневой бисеринкой, и одну сделала бирюзовую. И получается, на бирюзовой бисерине я вам покажу, как это выполняется, это изделие. Для выполнения изделия нам потребуется бисер золотой, обыкновенный, чешский, и бисерина 8 миллиметров, или здесь сантиметр она, я даже не знаю, и швензы. И также для кулончика тот же бисер и бусина. Подписывайтесь на канал, присоединяйтесь. И начнем выполнять это изделие. Выполнять плетение я буду на мононити, и выполняется оно в 2 иглы. Вот берем нитку размером где-то 85-90 сантиметров. На каждый конец нити одеваем иголочку и на одну иглу набираем одну бисеринку и протягиваем ее до середины нашей нити. Вот находим серединку. Теперь 2 иглами проходим через бусину. Один раз и вторая. И подтягиваем это все к нашей бисеринке. И берем золотую бисеринку одну и перекрещиваем в ней иглы. На одну одеваем и второй проходим через нее. И подтягиваем это все к бусинке. На каждую иголочку мы одели по 12 бисерин. На одну и на вторую. И теперь делаем перекресток игл в свободной у нас золотой бисеринке. Одну перекрещиваем сюда и вторую ей навстречу проводим. И снова набираем на каждую иглу по 12 бисерин. И теперь на противоположном полюсе в начальную первую нашу бисерину тоже их иглы пересекаем. Эту сюда, а эту сюда, навстречу. Вот у нас получается уже бусинка в красивом оформлении. Теперь одну иголочку, ниточку мы проходим в любую, через 12 бисерин назад к другому полюсу. Проходим 12 бисерин к другому полюсу и проходим через одну бисерину, которая была первой, и проводим иголочку. Подтягиваем это все. А на вторую иголочку мы набираем с вами 8 бисерин. И проходим назад в эту первую, которая у нас на основании. Подтягиваем. И теперь нам нужно, проходим 2 бисеринки по этому кругу. Набираем одну, опять проходим 2 бисеринки, набираем одну, опять проходим 2 бисеринки, набираем одну и проходим последние 2 бисеринки. И у нас есть ромбик на конце нашей сережки.
Пока мы ее оставим, чтобы она нам не мешала, и займемся плетением верха сережки. Здесь мы набираем так же, как и внизу, 8 бисерин. И возвращаемся опять в основание первой бисерины. И так же, как и внизу, мы проходим 2 бисеринки, набираем одну, 2 бисеринки, набираем одну, 2 бисеринки, и последний раз набираем одну и проходим в 2 наши бисерины, последние из 8. Вот мы сделали вверху также ромбик. Теперь нам нужно пройти иголочкой по ромбику еще раз и вернуться в его вершинку. И будем так по очереди по бисеринкам идти для того, чтобы вернуться в вершинку. Вот в вершинку мы вернулись. Теперь нам нужно прикрепить швензу. Мы набираем 3 бисеринки, 3, одеваем швензу, ушко сережки и снова 3. И возвращаемся назад в эту вершинку. Вот так. И у нас получается прикреплено ушко сережки. И теперь мы вернемся вниз по этому ромбику и пару раз пройдемся по этим нашим 12 бисеринам для того, чтобы можно было закрепить ниточку и обрезать ее. Вот я этой иголочкой вернулась через 12 бисерин к основанию, к низу, и у нас средняя бисеринка очень забита уже ниточками, поэтому я вокруг нее вот так раз провожу иголочку и второй раз. И теперь можно пару бисерин сделать узелочек и обрезать эту ниточку. Можно ее обрезать. У нас осталась еще одна иголочка, которая была внизу. Прохожу через них. По второму разу. И так каждую, получается, нашу красивую отделку мы из 12 бисерин мы прошли по одному разу, и оно стало более упруго и более подчеркнуто. И сейчас я возьму, пройду по этому ромбику и закреплю швензочку еще один раз. Подбираемся к вершинке. И проходим наши 6 бисерин, которые мы делали как колечко для швензы,
Вот 3 прошли. Проходим через ушко наше. И еще раз 3. И закрепили еще один раз второй иголочкой. И возвращаемся назад в эту среднюю бисеринку. Идем вниз и обрезаем вторую иглу. И вот вторая бирюзовая сережка тоже готова. Поздравляю вас еще с новым украшением. Не забудьте подписаться на канал, а мы приступим к выполнению кулончика и цепочки. Выполнение кулончика с цепочкой мы начинаем с кулончика. Сам кулончик мы выполнили как сережку. И когда мы подошли уже к тому моменту, когда мы прикрепляли ушко сережки, вот смотрите, у нас вверху большой ромбик, и мы набирали 6 бисерин, 3 ушка сережки и 3, и возвращались в эту вершинку. Теперь это было в сережке, а в кулончике мы, вот каждая нитка выходит из вершины, мы на любую нить набираем 4 бисерины, 4. И теперь, как в ромбике, там мы добавляли по одной бисерине через 2, а здесь добавим по одной бисерине через 1. Вот смотрите, проходим 1 бисеринка, 1, набираем 1 бисеринку, 1 проходим, 1 набираем. Дальше 1 проходим, 1 набираем. И вот подтянули наши бисеринки к бусине, к основному плетению. И теперь эту иглу проходим через вершинку, возвращаемся в ее первоначальное положение. Вот у нас получился большой ромбик и маленький, и 2 ниточки выходят из вершины верхнего ромбика. Теперь нам нужно каждой иголочкой пройти к боковой вершинке маленького ромбика, вот так, как я показала, через 2 бисерины. 1 проходим и 2 проходим, и подтягиваем ниточки. Теперь каждой ниточкой, каждой иголочкой мы будем плести цепочку, каждую в своем направлении, одной ниточкой. Вот берем, например, одну ниточку и набираем на нее 8 бисерин. У нас будут чередоваться ромбики, большие и маленькие. Набрали 8 и возвращаемся в эту боковую вершинку маленького ромбика. И теперь через каждых 2 бисерины будем набирать по одной. Значит, сначала мы проходим 2 бисеринки, набрали 1, опять проходим 2 бисеринки, набрали 1, 2 бисеринки, 1 и последние 2 бисеринки. И сразу возвращаемся в эту же боковую вершинку. Вот так. Так, пошел первый ромбик. Теперь мы проходим с этой стороны по бисеринам, подбираясь к верхушке этого ромбика.
Значит, теперь у нас уже будет 3. И еще 3, и будет верхушечка. Теперь набираем 4 бисеринки. И возвращаемся в вершинку. И теперь проходим одну бисеринку и набираем одну бисеринку и набираем одну. Теперь мы проходим иголочкой в вершинку этого маленького ромбика. И дальше мы с вами будем продолжать делать большой ромбик. И так у нас будут чередоваться маленькие и большие ромбики. И продолжаем плести цепочку до необходимой длины. С одной стороны и вторую сторону также будем плести. Вот я проплела цепочку в каждую сторону, на каждую нить, столько, сколько мне нужно. Если взять в общем, вот так раздвинуть эту цепочку от начала и до конца, то у меня получилось, где-то я померила 67 сантиметров. Я специально сделала подлиннее, для того, чтобы не делать застежку с карабином или какую-либо другую застежку, а сделать цепочку цельной. Поэтому все равно мне, равные они эти стороны или неравные, я соединю, соединение не будет видно, и поэтому оно спрячется в самой цепочке. Поэтому нет принципиальной разницы, одинаковой длины стороны или нет. Если же вы захотите сделать цепочку короче, чтобы она одевалась как кулончик, вам тогда нужно будет померить и посчитать каждую сторону, чтобы они были равными. И отдельно на каждую прицепить колечко с карабинчиком, как мы делали в предыдущих видео. А я вам покажу, как я закончила это плетение. Одна сторона цепочки закончилась большим ромбиком. Значит, вторая сторона должна закончиться маленьким ромбиком. Как вы помните, в маленьком ромбике мы набираем 4 бисеринки и через одну добавляем по одной. Вот я одну бисерину прошла, одну добавила. Одну бисерину прошла и нужно одну добавить. Вместо добавлять мы проходим вершину большого ромбика второй стороны цепочки. И заканчиваем маленький ромбик. Дальше мы проходим в одну бисеринку маленького ромбика. Набираем одну бисеринку и проходим в последнюю бисеринку маленького ромбика. Теперь нам нужно пройти перекрещенную бисерину и закрепляем ниточки, проходим по маленькому ромбику и где-то этой ниточкой закончим, проходим через вершину маленького ромбика и пройдем на вторую сторону цепочки, сделаем несколько стежочков, сделаем узелочек и обрежем ниточку. Я сделала узелок, еще пару раз пройду после узелка, чтобы спрятать эту ниточку.
И можно ее обрезать. Ниточку от второй стороны цепочки также оденем иголочку и пройдем в обратную сторону, на другую сторону цепочки. И закрепим, и у нас кулончик с цепочкой готов. Мне понравилось это плетение, и я решила сделать еще колечко. Смотрите, для колечка я сделала 6 больших ромбиков и 6 маленьких. Я померила, мне как раз на пальчик хватит. И здесь же так же, как и в колье, мы начали с большого ромбика и закончили маленьким. Вот смотрите, 4 я набрала, прошла в вершинку назад, закрепила этот маленький ромбик. И теперь получается, я набираю, прохожу одну бисеринку, набираю одну бисеринку. И теперь нужно опять, набрала, прошла одну, теперь нужно опять набрать бисерину, но вместо этого мы сейчас соединим в кольцо этот элемент цепочки. Вот я соединяю, видите, вместо набора. И дальше у нас по плану идет одна бисеринка, набираем одну бисеринку, заканчиваем маленький ромбик, проходим в его вершинку, и вернемся назад, закрепляя стороны, несколько стежков в эту сторону. Сделаем узелочек и обрежем ниточку. И получается оригинальное такое колечко. И вот в итоге нашего вдохновения и наших творческих усилий получилось такое великолепное украшение. Если есть желание, можно сделать с любой бусинкой любого цвета. Я для этого показала в красной или вишневой бисеринке. И, конечно же, и колечко. Можно сделать как золотые, так и любого другого цвета. Если вам понравилась моя работа, ставьте свой великолепный пальчик вверх, подписывайтесь на канал и до встречи в новом видео. Благодарю вас за просмотр.